Всем привет, нас зовут Миша и Лена, и вы на канале «Существует способ». Мы путешествуем по разным странам, и в этом выпуске мы продолжаем изучать Южную Корею. И сегодня расскажем о туризме, работе, иммиграции и неоднозначных фактах об этой стране. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Караоке, разврат. Чем мы любуемся, это вот такими большими горами мусора. Провоцируют корейцы, типа, давай, ударь. Просто чье-то жилище. Они бьют эти бутылки, убивают людей. Даже потусил в клубе с девчонкой и тут же пошел в мотель с ней. От $100, ребят, вы можете претендовать здесь смело. Сразу же после трудовой вахты мы прибыли с Леной в Пусан. И почему бы не сходить на пляж, не посмотреть вообще, насколько отличаются берега пусанские от кемильских, возле которых мы были. И только мы приходим сюда и видим, что здесь также занимаются выращиванием ташимы, водорослей. Ну а сам Пусан — это вообще такой очень вытянутый город. Вся городская полоса, она идет вдоль берега, и лишь небольшие поселения находятся на холмах. И по всему городу бесчисленное множество пляжей, которые посещают местные жители, особенно в жаркие летние месяцы, когда здесь стоит неимоверная жара, хочется какого-то бриза, прохлады, все приходят на пляжи. То есть, если даже открыть какой-нибудь гайд по посещению достопримечательностей Пусана, то первым делом вам высыпят 10 пляжей, и только потом уже будут какие-то храмовые комплексы, туристические улицы, шоппинг-центры и прочее. Ну вот вам немножечко мы развеем сейчас стереотип о том, что в Корее все чисто ухожено и убрано. Береговая линия полностью загажена строительными материалами, рыболовецкими снастями. Куча каких-то мешков, пенопласта, пакетов, целлофанов. Вроде бы только что за вот тем холмом мы проходили, видели шикарные такие дома. Здесь вот за мысом, где обычно люди-то должны отдыхать, приходить, наслаждаться природой, здесь все загажено. Вон бутылки валяются, какие-то пакеты пластиковые. И даже более того, еще раз говорю, вот там вот за холмом находятся большие, высокие многоквартирные дома. А тут, смотрите, что мы сейчас нашли. Просто чье-то жилище, чьи-то трущобы. Стоит палатка, натянутая брезентом. Это изгородь сделана для того, чтобы оградить свою территорию. Но страна контрастов тоже. Смотрите, сделаны даже перила. Вот мы рассказывали про то, что здесь все тропы, какие-то туристические маршруты, они обязательно благоустраиваются. То есть делаются какие-то изгороди. Вот. Но почему столько мусора и никто его не хочет прийти убрать? Вот это вот большой вопрос. В общем, очень смешанные чувства, потому что действительно, вот как я рассказывал, здесь очень много пляжей популярных, туристических, и они убираются прям досконально. Я думаю, вряд ли вы придете и увидите там гору мусора, в отличие от тех пляжей, которые находятся в небольшом отдалении от основного города. Вот сейчас мы прогуливались в сторону храма, вот здесь вот на горе находится храм, и решили пойти не вот по прямой дороге, по которой подъезжают все туристы, а пройти вот вокруг по береговой линии, полюбоваться видами на море. Но чем мы любуемся, это вот такими большими горами мусора. Оживленная улица перед храмом. То есть вот это вот главный вход. И, наверное, вы зададите вопрос, а какого хрена вы поперлись вокруг? Что вы там вообще делали вот на этой прибрежной линии, где все загажено мусором? Да просто нам интересно идти не по вот этим попсовым маршрутам, а показать обратную сторону. И обратная сторона показала себя, ну, не сказать, что очень с подобающей стороны. Естественно, конечно же, возле храма здесь будет множество всяческих кафешек, сувенирных лавочек, фотозон всеразличных. Просто, ну, вот смотрите, вот прям движуха, как на базаре на каком-то. А это, на секундочку, храм. В общем, что здесь есть? Несколько святилищ, место, куда можно поставить свечки, место, где можно купить свечки, сам главный храм. У него, кстати, довольно-таки красивое исполнение, несколько пагод и все различные статуи. Но, наверное, самое красивое в этом всем комплексе не сам храм, сколько его расположение. На берегу моря с 3 сторон он окружен морешком. Вы подходите, оставляете, кидаете
25 вон купюру вот в этот железный ящик. Берете бумажечку с маркером и пишите свое имя и пожелание. То есть, грубо говоря, это как молитва практически. Вот. И вешаете вот сюда, вот на этот заборчик. Видите, как они ловко придумали? Здесь не нужен никакой оператор. То есть люди настолько добросовестные, что никто не будет, не оставляя плату, брать эту бумажку. Изначально, когда мы выбирали эту локацию для посещения, мы поняли, что здесь, наверное, будет спокойно. Но мы очень сильно ошиблись. И здесь самые настоящие пробки. Да, и посещение его, кстати, бесплатное. Естественно, можете оставить пожертвования, какие-то донейшены, либо же вот эти бумажечки купить со своими пожеланиями. А в данный момент может создаться впечатление, что мы где-то в Бруклине любуемся мостом. Но нет, мы все еще в Пусане, как раз таки рядом вот с этими огромными небоскребами. Что интересно, этот мост связывает несколько частей Пусана, является важной транспортной артерией, а также он очень красиво подсвечивается в ночное время и имеет протяженность более 7 километров. Здесь же есть и аллея художественных фильмов Кореи, которые были номинированы на международном Пусанском фестивале кино, который проходит ежегодно. Пусан на самом деле хорошая локация для съемки фильмов. Здесь вам и горы, и сопки, и пляжи, и море. То есть можно снимать вообще на все различные тематики фильма. Изюминка города Пусан — это Hyundai Beach. Ну, собственно, по количеству людей можно понять, что место действительно пользуется спросом. Будний день, нет никаких ни каникул, ни праздников. Действительно, здесь есть на что посмотреть, начиная от вот этих небоскребов, заканчивая морешком. Единственное, что нельзя, это покупаться, довольно-таки сейчас прохладно. Ну и, конечно, вот они, двойные стандарты. Смотрите, куда люди приходят большим количеством, все убрано, вообще ни одной мусоринки. Посмотрите, чистейший пляж. Стоит немножко свернуть куда-то, где реже появляется турист, все, сразу же горы мусора. Все, что в окрестностях Hyundai Beach, естественно, облагорожено так, чтобы люди могли потратить здесь свои денежки, потусоваться, пошопиться. Кругом бутики, магазинчики с сувенирками, кафешки, уличная еда вся различная. Лена просто не смогла пройти мимо и не показать мне это. Это зал с игровыми автоматами. Не с теми, где ты просаживаешься деньги. То есть здесь ты играешь не на деньги, а на призы. И это либо какие-то брелочки, либо же какие-то игрушечки. Причем на разные тематики. Вот они, хитрецы. Есть фотобудка, где 2 фотки можно сделать за 4000 вон. Продолжаем наше путешествие по Пусану. И в этом году весной, когда мы первый раз посетили этот город, мы познакомились с прекрасным парнем по имени Евгений. И Женя согласился поделиться своим опытом, как он вообще перебрался в Корею, как он здесь живет, как он здесь трудится. Всем привет, меня зовут Женя, я из Приморского края. 4 года назад я оказался в Корее, Миша, 4 года назад. Изначально приехал, думал, на 2-3 месяца поработать. Стандартная схема, да? Да, ну вообще как бы посмотреть немного страну, понять, понравится, нет. Остался еще, сделал визу. Первый месяц-два я думал, куда я попал, но я себя начал успокаивать, потому что у меня такие тревоги уже были, потому что, наверное, были провинциальные города. Сначала я приехал в Сеул, потусовался, немножко познакомился с ребятами, потом меня вписали на работу. Может быть, ты можешь дать какие-то рекомендации тем, кто только задумывается. То есть у кого-то, знаешь, есть вот этот барьер о том, что я не знаю язык, как я тут буду справляться. Вот как в твоем случае, как ты справлялся? 4 года. Ребят, вообще изи, не бойтесь, особенно в Корее, очень много кого. Наших людей, ребят, да, наших ребят в Пусане, в Сеуле, там просто, большие кланы, можно так сказать. Особенно есть города, даже есть, прям, где все русскоязычно, все на русском написано, и большинство русскоязычная аудитория. Ну, русская тусовка, русская комьюнити здесь повсеместно. Как правило, это этнические корейцы, которые приехали там с разных частей там России, там стран СНГ, и, следовательно, много всего есть для русскоязычных. Даже можно
можно получить водительские права, пройти обучение на русском. К русской аудитории здесь относятся на самом деле корейцы, хорошо. Не все, на каждого, как и в любой стране. Не подстроишься, да, но нет такого, что там, прям какой-то агрессии. Адаптироваться в Корее вы сможете, ребята, вообще спокойно. Будет, я думаю, попроще, чем в других странах. Корея максимально спокойная, прозрачная страна. Конечно, есть какие-то свои подводные камни, как и везде, но их тут я не вижу много. Но это должен быть твой личный опыт, чтобы встретить этот подводный камень. То есть у каждого, я думаю, он будет разный. Конечно. Вот. Особенно, куда начнем с работы. Куда вы попадете, там такие и будут у вас воспоминания. И, может быть, первый опыт людей ломает. И такие люди есть, которые приезжают первый раз, да, и куда-то попали там на жесткую работу. И потом покидают эту страну, в агрессии, что это Корея такая, корейцы такие, в первую очередь, я считаю, надо ставить понимание, для чего ты сюда едешь вообще, с какой ты целью сюда едешь. Если ты работать сюда едешь, ты будь готов к трудным работам. В Корее нет легкой работы. 3 твоих главных фактора, почему тебе нравится Корея. Первое, кратко донести, это уровень жизни, лавочки всякие, детальки, мелочи, все сделано для комфорта людей, особенно для инвалидов, они могут спокойно перемещаться везде, удобная среда. Второе, мне нравятся деньги, которые здесь можно заработать. Да, это откровенно, но факт. Здесь классный шопинг, можно так сказать, да? Да, в этом мы, кстати, убедились, да. Шмотки, ребята, в Корее просто вообще, шик и блеск. Можно купить вообще любые кроссовки классные, какие-то фирмовые, со скидками даже. И давай сразу же 3 вещи, которые тебе в Корее не нравятся. Работа не нравится. Вообще не нравится. Работа мне не нравится. Любая, которая здесь есть, с которой я сталкивался, не нравится. Даже Чайка согласилась. Экология, да, экология, качество воды, какого-то сырья некоторого, они свободно в продукты добавляют, которые геномодифицированы, да, это у них есть. Корейцы некоторые, рабочий класс, мне не нравится, как они себя ведут, и, да и все. Может быть, еще я что-то вспомню. Какая работа тебе понравилось больше всего? Есть самушили, самушили — это корейский, по-корейски офис, рабочий офис, куда приходят с утра поработать. В этом офисе есть сэджан, бригадир, который распределяет рабочих по местам. В каждом городе Кореи арбайты есть, так что без проблем вы можете в любом городе, где окажетесь, если у вас не будет денег, просто найти самушиль, туда прийти с утра, и, возможно, вы получите работу. Звонит корейский сэджан и зовет на офис, и мы приходим, либо я один, либо кого-то он еще обзванивает, и он дает работу, мы отрабатываем, и ему даем процент от работы. То есть он как агент выступает? Получается так, да. Вообще, как правило, это 10% от Ильтана, от твоего рабочего дня. И поделись своим самым запоминающимся опытом в хорошем смысле и в плохом смысле. Например, новичок, куда ему ни в коем случае лучше не вписываться, и куда, если повезет, можно вписаться. Начнем с того, куда бы я ничто не посоветовал бы ребятам, которые приедут сюда на заработки: не езжайте в русскоязычные города, где много русских. Прям такие города, как Ансан, Ичон. И я смотрю вакансии, сколько там общипывают агенты. То есть мне просто смешно. Я знаю, сколько уже ставка по Корее, сколько за различные работы. И я даю совет: лучше не езжать. А что у меня было прикольно? Прикольно. Люблю работать всегда в живописных местах. Меня цепляет. Последняя работа, которая мне вспоминается, это мы работали на храме, и там они читают молитвы в обед, а мы просто работаем, копаем траншеи, ямы, что-то таскаем, просто благоустраиваем территорию. Я вообще с кайфом работал. Смотрел на всю красоту. С утра приезжал, садился в грузовик, начала цвести сакура, и тебя утром везут
во всей этой красоте. Я сначала утром там выпивал кофеек, смотрел там на рассвет, как солнышко вставало. Там Саджан был хороший, улыбался мне, который говорит, типа, ты мне должен денег платить за такую работу. Когда я вот только начинал работать на арбайтах, я попал не в самое лучшее место. Это точно запомнилось мне. Мы приезжаем на рынок, продуктовый рынок, все там рыба, мясо, вот это все кишит там. И тут я смотрю, подходим, там люк открыт, люди стоят вокруг, такой смотрю туда вниз, и они мне уже костюм нам дают, такие, на, все, одевайся, лезь. Я такой, блин, нет, такой отхожу и, думаю вообще, что делать. И тогда мы от Самушили работали, типа, нежелательно, если ты уйдешь, соскочишь с работы, надо уже доделать. И что делать? Рядом стоял паренек молодой, присмотрелся, думаю, молодой парнишка, и вроде на английском. И сам такой подходит ко мне и говорит, типа, easy job, типа, not smell, типа, it's okay, типа, там, only water, типа, water. И там, not smell. Я такой, типа, нет говна, чувак. Нет. Типа, работа будет заключаться в том, что мы будем тянуть какой-то шланг, и мы залазим в эту шахту. И целый день мы сидели вообще в этом под землей, да, как черепашки-ниндзя, в этой шахте. И там, просто тупо сидишь, и тебе там иногда там раз в 20 минут или там раз в 10 минут говорят, типа, орай, типа, тяни этот шланг. И все, и вот мы сидели в этой шахте. Такой работы я вообще точно нигде не испытывал. Что интересно работать на арбайтах, это чувство свободы. Можешь не поехать, сегодня захотел отдохнуть, отдохнул. Можешь заниматься с какими-то своими дополнительными делами свободно. Вышел, поработал, захотел, не поработал, можешь повыбирать, в принципе. А если на заводе, в поле, в море, да, ты как правило, как раб. Ты работаешь с жестким графиком от рассвета до заката. Наверное, и главный вопрос, Женя, не будем прям жесткие цифры называть, но на что может рассчитывать человек без опыта? Примерно. То есть понятно, что это будет варьироваться от того, какая работа, где эта работа. Допустим, арбайт. В среднем от $100 вы можете, от $100, ребят, вы можете претендовать здесь смело. Сейчас мы пришли в один из по праву считающихся уникальными районов. Уникальный по той причине, что здесь множество магазинов, кафе и заведений в русском стиле. Смотрите, кафе «Тигр», Камчатка, пожалуйста. Прям вот много вывесок на русском языке, а все по той причине, что здесь тусуются ребята, которые приезжают сюда на заработки. И район, самое интересное, что называется Техас-стрит. Лена, приятно оказаться снова в России. По моему лицу все, наверное, понятно. Да, вот, пожалуйста, вывеска Техас-стрит. Почему так ее назвали, непонятно. Вот обмен валюты, Амур называется. То есть, когда вы приезжаете на заработки в Южную Корею, а именно в Пусан, то вам проще всего пойти именно на эту улицу для того, чтобы сделать какие-то первые операции, которые вам необходимо купить, например, сим-карту, или же обменять валюту. И многие, конечно же, зарабатывают на тех, кто сюда приезжает. То есть кто-то сдает жилье, кто-то помогает с трудоустройством. Конечно же, не только для россиян, для мигрантов со Средней Азии. Тоже здесь все адаптировано. Балдеж вообще. Селедка, Лена, это твой шанс сделать селедку под шубу на Новый год. Колбаса, сосисочки, майонезик, маслица. Хлеб есть, обалдеть. Хлеб, ребята, это же вообще не видали. Тут все понятно, по-крепкому. Корейцы все съедают. То есть сами корейцы именно, да? Да, мы уже работаем на корейского потребителя. И да, вот сейчас продавец нам подробно объяснили, почему, собственно, мы удивляемся хлебу в Южной Корее. Потому что его здесь вкусного нет от слова совсем. Во-первых, он дорогой,
Во-вторых, он безвкусный, он просто пластмассовый. Среди корейцев этот магазин становится популярным. Ты понимаешь, что у нас зритель хочет посмотреть корейскую кухню, а мы с тобой едим просто то, что можно купить в России. Попробовать. Ну и мы приближаемся к улице секонд-хендов. Брендовые вещи можно урвать просто по мизерным ценам. И сейчас мы вам покажем, что удастся найти. По 10 тысяч вон можно нахватить себе курточки, пуховички. Вот, причем вполне себе приличные куртицы. Колумбию даже можно урвать. Можно даже за 3000 найти. То есть 3000, ребят, это 200 рублей. Да, 200 рублей. Альтернатива обычным подушкам — это вот такие зверушки. 60 рублей можно любую вещь купить. Но вещи есть довольно-таки прикольные. Смотрите, даже целый павильон с мотоциклетными куртками, с кожаными, байкерскими. Прям реально классные кожанки. Лена меня сейчас, конечно, ошарашила немножечко, сказав, что вот эти вот прилавки — это все посвящено корейским кей-поп музыкантам. Blackpink, пожалуйста. Кто-нибудь знает таких? Отпишитесь в комментариях, пожалуйста. Карточки, календарики. И причем здесь на этом делают бешеные деньги. То есть мы сейчас были в сувенирной лавке, в которой купили несколько открыток с изображением Сеула. И рядом такие же открытки, но с изображением вот этих кей-поп групп. И разница в цене превышает 20 раз. I ain't never offended if you left like that. 있으면 우리 싸울 텐데. Staying up at night is a 보이기 해. I don't really miss you. Talking like we're friends, so 지난 척해. Like a game. But you not even play. 연락하지 마, 이름 보지 않게. I don't really need you. All I need is you. Yeah. All I need is you. All I need is you. Yeah. Like all I need is you. Baby, we can rendezvous. Baby, all I need is you. Like all I need is you. В основном корейцы едят свинину. Преобладают шиктаны, кафешки больше свиные. Теджикупап, это суп из свинины, там сую, прочее. Короче, много блюд из свинины, и корейцы любят прям свинину, и она практически везде. Интересно в том, что Техас, это он не весь идет. Вот где начинаются фонарики висят, это Chinese Street уже. То есть это Техас, плавно перетекающий в Chinese Street. Здесь Техас, здесь бары, караоке, разврат, всякие вот русская музыка, рюмочная, тут тоже у нас есть. Автопати в этом подвале, блядь, у нас до часу дня. На Chinese Street уже проживают китайцы, вьетнамцы, тайцы. Да, здесь такой микс. Здесь все, вот эта улица отдана китайцам. Когда какие-то там церемонии, события происходят китайские, то это вот все здесь. Здесь вот это кафе очень популярное своими китайскими дамплингами. Бывают очереди просто, по метров 300, наверное. Вот. Ну и при этом здесь тоже находятся и русские салоны сотовой связи. А вот Метрофон, где днем играет всегда русская музыка, там Филипп Киркоров, можете послушать репертуар. Цветочный магазин, который тоже держит русские. Мы в Техас, когда еще только зашли на Техас, там были барчики, где работают тоже наши девчонки. Здесь в основном и русские тоже отдыхают, моряки, и корейцы, и китайцы, и индусы отдыхают. Да, и тут такое немножко злачное место. Мне кажется, если где-то работать в более тихом городе, либо не на такой злачной улице, то поспокойнее будет и клиентура, и вообще все. На тему вот этих вот профессий хостес, я знаю, что они тоже разделяются, слышал, по крайней мере, что кто-то оказывает дополнительные услуги, кто-то не оказывает дополнительные услуги. Мы оба понимаем, о чем мы говорим, да.
Это все индивидуально. От человека зависит? От человека, раз. Во-вторых, как правило, во все клубы, которые существуют, где трудоустраиваются девочки-хостес, даже запрещен интим. Как весь этот рынок вообще работает? Это не сделано, чтобы как притон пришел, утешился там и пошел домой спать. Это бары, где люди приходят выпивать. И задача девчонок в первую очередь, чтобы гость, чтобы гость выжил из этого бара по максимуму и оставил деньги и еще раз пришел. Я сам даже некоторых девчонок устраивал и устраиваю, там по сей день могу устроить. Контакты в описании, ребят. Все. Да, где есть четкое правило, это запрещен интим с гостем. Но как бы все мы прекрасно понимаем, что можно это как-то обойти, но если ее спалят, ее уволят, и она потеряет работу, и она даже может не получить деньги. И задача девочек просто веселить гостя, петь с ним караоке. Они очень любят петь. Корейцы это, наверное, самые пьющие, поющие и пьющие. Это вот реально, я даже был удивлен, насколько корейцы бухарики. Они реально бухают. Мне кажется, даже вражки так не пьют. Там множество караочек есть, в каждом районе их там десятки можно найти. Даже вот идешь просто, где-то нету там маленькая вывеска, либо нету ее вовсе, это может быть караоке-бар. И они вот очень любят петь, и если девочка особенно знает корейский, если вы знаете корейский, английский, но если знаете корейский, то это вообще просто золотая жила может быть. Реал. У меня девчонка знакомая зарабатывала там по 500-700 тысяч за смену. Корейцы тоже дебоширят, тоже ругаются, бьются, но не так, конечно, как у нас. Если мы с тобой вот корейцы, и я тебя чуть-чуть задену, ты вызываешь полицию, давишь на меня, говоришь, вот этот тип меня ударил, и увидят по камере, что ты получил реальный удар, все, давай денежку. Это попадос, да? Да, это попадос, и это очень все так у них работает, то есть они часто, я видел драки, как драки, ссоры, когда провоцируют корейцы, типа, давай, ударь. Кореец корейцу. Он понимает, что если кто первый ударил, то ты потом будет дуплиться. Если мы будем стоять там громко, сильно разговаривать, и нам первый раз сказали, второй раз сказали, и могут даже бесконтрольно, могут взять просто вызвать, снять. Да? Не, они сначала снимают, надо сначала снять, что мы делали, а потом уже заложить. И у них это нормально считается. Друг друга там закладывают, там сдают там на какой-то там фигне, знаешь. Пусан — это вторая столица. И в каждом городе, и в Сеуле тоже есть. В Сеуле еще больше. На вокзал, если приезжаешь, не обращали внимания, маргиналы сидят, бухают соджик. Да. Они бьют эти бутылки, убивают людей. Даже при мне один раз я шел, отвертка просто в человеке. И куча, лужа крови, и еще эти маргиналы кидаются на полицию. Полиция работает максимально ласково, я не знаю, как это сказать. То есть тебя здесь не заломают, тебя там попросят в машину сначала сесть, выяснить, что происходит. Они даже с маргиналами идут, общаются, находят какой-то компромисс. Но я всегда удивляюсь того, почему это не искоренят. И корейцы, когда они пьют, они очень раскрепощаются и любят иностранцев. Слышал такой факт, что девчонкам, кореянкам нравятся иностранцы, и, соответственно, наоборот, парням, корейцам нравятся девчонки европейской внешности. Есть такое, но девчонки, они очень такие закрытые, особенно трезвые, когда там либо где-то на улице, там ты фиг познакомишься с кореянкой. Вот если где-то в клубе, в баре, может зацепить. Удивлен, как все так работает, что ты типа потусил в клубе с девчонкой и тут же пошел в мотель с ней, можешь там переспать. И она нормально к этому. Типа они нормально к этому относятся. Кореянки, они как меркантильные, что ли. Сами корейцы так говорят. Очень введенные на бабки, призмы, требовательные. Кто этого не любит, но кореянки это очень любят. И у меня были отношения с девочкой, с кореянкой, но
Это крейзи, ну тяжело просто было. Слушай, ну спасибо тебе за то, что ты поделился вообще всеми. Спасибо, что позвал. Да, это очень, познавательно, даже многие моменты мы не знали. В общем, по рекомендации Евгения мы зашли в кафешку и сейчас попробуем несколько блюд. Традиционно корейская кухня. Да. Нам принесли вот онигири с котлеткой. Это свиная котлета. Да. Как она называется? Данкаса. Капуста, соус, ригими, это удоны. У меня тоже самая такая же котлета свиная данкасы и полита подливочкой карри. Да, и капусточка. Ну что сказать, супчик очень бодрый, остренький и очень вкусный. Прям суперский. Вот эти вот палочки рыбные, они прям создают свою атмосферу. Удон, лапшичка, я так понимаю, домашняя, здесь же ее и готовят. Я пробовал данкаса раньше, я не знал, что это так называется, но не пробовал с сыром. И что примечательно, то что он подается с вот этим сладким соусом. Интересно то, что здесь до сих пор пользуются спросом таксофоны. То есть закинул монетку, позвонил. То есть еще пласт людей, которые не научились пользоваться мобильной связью. Вот дядечка готовит как уму. Это такой картофель. Вот so nice. Представляете, просто посреди Пусана человек стоит и на дровах в печи на тележке готовит картошку на углях. Обалдеть, круто, круто. Путешествуя по Корее, вы можете очень бюджетно питаться, и рассказываем как. В каждом городе практически на каждой улице будут сетевые магазины типа 7-Eleven, в котором вы можете зайти, взять себе готовый набор еды, подогреть его и сесть за столик. То есть практически в каждом магазине есть столики, за которыми вы можете принять ту пищу, которую вы здесь приобрели. Не то чтобы это что-то новое для нас, но если кто-то не в курсе, то в Корее есть магазины, в которых ты можешь вот зайти вот так вот беспрепятственно погулять, посмотреть, что-то выбрать, взять и купить это самостоятельно, не прибегая к услугам кассира. То есть здесь совершенно нет персонала. Но никто ничего не ворует, все заходят, берут то, что им нужно, пробивают, оплачивают и спокойно уходят. Все это огромное здание. Это большой крытый рыбный рынок. Все, что здесь приобретается, все можно приготовить на верхних этажах. На верхних этажах будут рестораны. Смотри, какой краб огромный, просто вообще обалдеть. Вот это креветки, я понимаю, смотри. Обалдеть. Ребята, креветка размером, наверное, с пол моей руки. Просто вообще какой-то невероятный размер. Какой размер у мидии? Больше моей ладони в 2 раза. На территории этого магазина можно насчитать, наверное, порядка 100 лавочек, в которых продавцы торгуют все различными морепродуктами. И все это максимально свежее. Прямо они живые здесь. Вот, что устрицы, что рыба, все живое. И все здесь же готовится при вас. Даже здесь есть рыба фуга, которую нужно уметь правильно готовить. И вот женщина занимается разделкой ее. А это вот как раз таки 2-й этаж, где вам готовят то, что вы приобрели внизу. У вас прям на столе стоят горелки, на которых вы варите, либо же жарите рыбку. Также есть варианты купить уже сушеную или вяленую рыбку. Цены на морепродукты не маленькие, потому что мы сами окунулись в процесс ловли этих продуктов, выращивания. И это очень трудоемкий и тяжелый процесс. Те же, кто не рассчитывает на большой объем,
пойманного. Кто не планирует это реализовывать, продавать как-то. Просто берут удочки и приходят на пирс, чтобы порыбачить немного. Вот. А если же вы решили основательно заняться рыбной ловлей, то вам нужен вот такой корабль. Вот на таком корабле вы смело сможете выйти в море и заняться рыбной ловлей. Ребята, у нас тот самый случай, когда мы не рассчитали с порциями. Взяли традиционный корейский суп джампонг. Лена взяла себе его с морепродуктами. Я же взял его себе тоже с морепродуктами, но острый. Мне вот посыпали его перцем, зеленым и красным стручком. Лена, скажи, как тебе масштаб? Ну, я даже теперь не знаю, что с этим делать. Это как кастрюлька у супчика. Слушай, это реально, это квест. Ну, что сказать, порции, конечно, огромные. По вкусу очень пикантно все. Лене очень нравится, она даже вон волосами ест. На самом деле, блюдо состоит из одинаковых продуктов, ну, то есть корейские блюда. Это кимчи, то есть пекинская капуста, острый перец, лапша. И здесь, ну, еще добавлены морепродукты. Все, ничего больше. Ну, и соус, вот. Соусы разные, поэтому блюда отличаются по вкусу. Интересно тоже показать вам, как здесь происходит погрузка и доставка на этаж каких-либо грузов. Здесь используют специальную машину, которая прислоняется к фасаду здания, выдвигается вот так вот вверх, и есть площадка, на которой складируется доставляемый груз. На остановочках же можно промониторить свой транспорт через приложение Google Карты. То есть оно здесь вполне себе неплохо работает. И еще один важный факт — это то, что если вдруг у вас нету сим-карты, вы ее еще не приобрели, ничего страшного, на остановке вы можете подключиться к Wi-Fi и посмотреть свой автобус, когда он подойдет. На входе нужно будет пикнуть карточку, но также можно оплатить и наличкой. Эту карточку вы можете приобрести в любом сетевом магазине и автомате. Она позволяет рассчитываться в транспорте. Учитывая то, что Корея — это совсем маленькая страна, здесь очень высокая арендная плата. Поэтому корейцы, которые предприимчивые самые, нашли вот такой вот вариант. Просто делать магазин из своих Kia Porter. Продуктовые же магазины тоже идут на некоторую хитрость. Они выкладывают товар за пределами магазина вот на такие палеты. Корея такая развитая страна, 21 век, но люди продолжают смотреть фильмы на DVD. Справочная информация о том, куда можно отправиться из Пусана, с Южной Кореи. Например, мы отправляемся в Японию. И отправиться туда можно на пароме. На самолетах мы и так летаем постоянно. А здесь есть возможность совершить морской круиз от берегов Южной Кореи к Японии. Причем за те же самые деньги, даже, по-моему, чуть-чуть дешевле. И самый главный плюс — это то, что нет вот этой суеты, которая есть в аэропорту. Здесь мы прошли таможенный контроль буквально за 10 минут. Да, паром совсем выглядит по-космически. И он очень быстрый, насколько я понимаю, потому что за 3 часа мы преодолеем порядка 200 километров.